Всем привет! Сегодня у нас расклад «Чем удивит тебя судьба в ближайшее время?» И прежде чем начать, отвечу на один вопрос. Девочка, которая написала под одним из последних видео, я, говорит, боюсь арканы проживать. Я трусих. Бояться, сразу говорю, нечего, потому что все доходчиво разжевано. Если сильно там стесняешься и так далее, то можно писать мне в личку отчеты. И нечего бояться. Там нет такого, что я не справлюсь и так далее. Просто при проработках включается, как сказать, включается другая жизнь. И не нужно для этого там ждать отпуска, наоборот. Чем обычнее день, тем лучше, потому что разницу сразу увидите. Бояться ничего не нужно, там ничего сложного нету в плане понимания. Поэтому вот так вот. И ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Наоборот, знаете, когда люди проживают первый раз, это становится как запрещенное вещество. То есть прям вот интересно еще раз прожить, но уже с более, как сказать, углубленным пониманием. И я думаю, что никто еще не пожалел. В основном спасибо пишут. И была одна девочка, которая говорит, я долго не решалась, полгода терпела, потом теперь я понимаю, как я много времени потеряла. Поэтому не бойтесь, приходите в проживание арканов, а то и в манифест. Итак, кстати, в манифест лучше идти хотя бы после старших арканов, когда старшие арканы проживете, чтобы более понятно было. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Чем судьба удивит? Напомню, что передо мной бумажка с вопросами. Первый вопрос у нас для сигнификации, что сейчас в твоей жизни происходит. Ну а ты сейчас в прошлом застряла. Ты вот постоянно вспоминаешь, как раньше было хорошо в школе, там в институте, на прошлой работе. Ты вся живешь в прошлом. Фотографии старые в телефоне листаешь, там, читаешь переписки с бывшими подругами. Думаешь вот о том времени, когда было все проще и веселее. И тебе кажется, что лучшие годы позади, понимаешь? А еще ты сейчас переосмысливаешь всю свою жизнь. Ты знаешь, ты такая сидишь, думаешь, а правильно ли я живу? А там те ли решения я принимаю, тех ли людей выбираю. У тебя сейчас период, когда вот хочется все поменять и заново начать. То есть стереть прошлое и написать новую историю. И сейчас ты анализируешь каждую свою ошибку в прошлом, каждый там шаг неправильный. Понимаешь? И, конечно, себя, как сказать, истязаешь за то, что ты не послушалась в тот или иной момент свою интуицию, доверилась там не тем людям. Ты думаешь, если бы вот тогда поступила как-то по-другому, то сейчас бы жизнь была лучше. И знаешь что? Эти мысли, они тебя заколебали уже. Ты сейчас не живешь настоящим. Сейчас в настоящем ты вот как робот на автопилоте. Ты все время, вся твоя душа, она копается в том, что было.
Планы на будущее не строишь, просто ты сейчас жалеешь о прошлом. И все, ты застряла между вот что было и что могло бы быть. А что есть сейчас, оно мимо проходит у тебя. Какой сюрприз судьба припасла для тебя? Ну, знаешь, сюрприз не сюрприз, но начнутся проблемы с деньгами. Не катастрофа, но, знаешь, неприятненько. Тебе то ли зарплату задержат, то ли вот неожиданные траты появятся. И придется экономить, каждую копеечку считать. Отказываться от привычных трат. Ты просто вот поймешь, что ты жила непосредством. Но это будет не просто вот там денежный кризис, да, это будет толчок к новой жизни. Когда денег совсем станет мало, ты начнешь искать дополнительные источники дохода. И вот тут всплывут все твои таланты скрытые. Ты откроешь в себе способности, о которых не подозревала. Возможно, даже в проживание придешь и там заработаешь на моих колодах. И новые планы у тебя появятся. Они будут, как сказать, амбициозные, большие планы. Ты просто поймешь, чего ты от жизни хочешь, и начнешь к этому идти. И вот эти трудности денежные, да, они заставят тебя выйти из своей вот этой зоны комфорта и действовать. И ты начнешь зарабатывать на том, что тебе нравится. То есть начнешь свое хобби монетизировать. Увлечение свое в доходное дело превратишь. И просто поймешь, что можно жить не только вот с зарплатой, да, ну, с основной работы, но и зарабатывать вне работы. И самое главное, что вот этот кризис, он научит тебя ценить деньги и, конечно же, правильно ими распоряжаться. На ерунду перестанешь тратить. Начнешь инвестировать в свое будущее. Вообще в себя прям начнешь. Почему именно сейчас этот сюрприз идет? Ну, потому что ты слишком много пахать начала. Ты работаешь очень много, сверхурочно, там, возможно, дополнительные какие-то нагрузки берешь, не отказываешься от подработок. Но знаешь, ты думаешь, что чем больше ты работаешь, тем больше денег ты получишь. Но на самом деле ты просто выгораешь же. Твоя энергия, она уже на исходе, а результат, он не соответствует затратам. Ты вкладываешь там в работу 150%, да, а получаешь копейки. И судьба решила тебе показать, что подход такой неправильный, что нужно работать не больше, а умнее, понимаешь? А еще ты готовишься к переезду. У тебя в голове созрел план обстановочку сменить. Начать жизнь в новом месте. И вот эти денежные встряски, они часть подготовки к переменам. Судьба очищает твою жизнь от всего лишнего. Ты уже устала от того места, где ты сейчас живешь, там, от людей, которые окружают, от работы, от вот этой рутины, бытовухи. Ты хочешь уехать туда, где никто тебя не знает, где можно стать, как говорится, с кем угодно. И вот этот денежный кризис, он подтолкнет тебя вот к решительным действиям. У нас четвертый вопрос для тех, кто арканы проживает уже, потому что, как сказать, для них, потому что вы все равно не оставляете обратную связь. Вся обратная связь только от проживающих арканы, поэтому четвертый вопрос для тех, кто арканы проживает. Совет. Совет, знаете, когда это все случится, нужно любопытной, как ребенок, стать. Вот я объясню. Вопросы задавай всем подряд. Всем интересуйся, что вокруг происходит. Не сиди в своем вот этом мирке, а вот исследуй жизнь. Ходи на новые там мероприятия, на какие-то, с разными людьми знакомься. Пробуй то, что раньше ты не пробовала. В идеале зайти в этот период денежный, да, в шута. Но, и знаешь, к боли нужно готовиться. Перемены же они всегда болезненны. Что-то дорогое придется отпустить. Кого-то из близких потеряешь.
какие-то иллюзии у тебя разрушатся. Это нормально. Без потерь не бывает обновления. И не убегай от вот этой боли, проживи ее до конца. Как прожить там? Поплачь, поскучай, погрусти. Но, знаешь, не застревай в страданиях навсегда. Дай себе время на вот это горевание, да, а потом дальше иди. И главное, разочарования не бойся. Сейчас, знаешь, многое, во что ты верила, оно ложью окажется. Люди покажут настоящее лицо, потому что если ты недавно в проживании, то я объясню, когда ты проживаешь арканы, все токсики, все токсичные вот эти люди, все, кто тебя тянул вниз, они исчезают из жизни. Ну просто вот просто потому, что не по пути. Если ты там уже долго проживаешь арканы, да, там, давно шута прошла, мага прошла, там, императора, то ты уже поняла, о чем я говорю. Люди, истинные лица уже начинают в шуте показывать. И, соответственно, там планы рушатся. Но это освободит место для чего-то нового и настоящего. Каждая потеря, запомни меня, это подарок. Освобождение от того, что тебя тормозило, и от тех людей, которые тормозили тебя, понимаешь? И вот сейчас судьба расчищает тебе дорогу к лучшей жизни. Обязательно подписывайся на канал, обязательно приходи в проживание арканов, нечего там бояться. Но это, конечно, сильные психологические проработки, поэтому добро пожаловать. Но мы перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки — сигнификация, что сейчас в жизни происходит. Но знаешь, сейчас ты строишь планы на будущее. У тебя в голове созрел какой-то вот твой проект, и вот ты сейчас думаешь, как его воплотить. Ну, там, с кем посоветоваться, куда обращаться, если что. И ты уже видишь результаты, но пока ты не знаешь, как к нему прийти. Крутишь вот в голове вариантики разные, просчитываешь там риски свои. А рядом с тобой появился парень, который тебе очень нравится, кстати. И он такой внимательный, такой заботливый, всегда там как дела, спрашивает, что беспокоит тебя. И с ним тебе приятно общаться. Он умеет слушать, он умеет поддерживать. И знаешь, ты с ним рядом чувствуешь себя женственной и желанной, я бы назвал. И этот мужчина, он помогает тебе с твоими планами. Там советы дает, помощь предлагает, возможно, знакомит с нужными людьми. И ты понимаешь, что одной было бы сложнее справиться, а с ним все идет легче, все быстрее. Но ты пока еще, знаешь, не решила, что между вами. Человек, он хороший, но ты в своих чувствах не уверен. Ну, тебе, соответственно, нравится там его внимание, его забота, но ты боишься, что он слишком серьезно к тебе относится. А ты еще не готова к серьезным отношениям. Ты хочешь сначала, как сказать, вот свои планы реализовать, а потом уже думать о личной жизни и так далее. Какой сюрприз-то припасла для тебя судьба? Ну, знаешь, ты тайну узнаешь, которая денег касается. Я объясню, кто-то из твоих близких людей скрывает от тебя свои денежные проблемы. И этот человек делает вид, что у него все хорошо. А на самом деле у него долгов по уши, вот прям болото, трясина долгов. И ты случайно об этом узнаешь. Это будет
Или твоя подруга, или твоя сестра, если есть, ну, женщина, да, которая вот всегда выглядит такой успешной, вся такая там, как объяснить, одежда дорогая, кафешки, там путешествия. И окажется, что она просто это все живет в кредит. Займов набрала, влезла в эти, ну, денежные всякие, эти, когда в долг дают. Всем родственникам должна. И она теперь не знает, как из этого вот этого всего выбираться. И ты узнаешь это не от нее, а от третьих лиц. То ли разговор увидишь, то ли документы увидишь. Ну, то есть кто-то проговорится, и это будет шок. Потому что ты даже представить не могла, что человек, который такой благополучный, да, на вид, на самом деле она на грани банкротства. И вот эта информация, она тебя по-новому взглянуть на многие вещи заставит. Ты просто поймешь, что люди просто, вот как сказать, 99% все врут о своем благополучии. Что картинка красивая в соцсетях, это не означает, что счастье есть в реальной жизни у этого человека. Что нужно быть осторожнее с деньгами, не тратить больше, чем зарабатываешь. Ну, ты, конечно, поймешь, что твоя подруга нуждается в помощи, но не в деньгах, а вот в поддержке, в понимании. Она так долго скрывала свои проблемы, что она уже, ну, не знает, к кому обратиться, потому что, как сказать, не набила статус бизнес-леди, а вот, как сказать, построила, как сказать, карточный домик, что она такая вся раз такая. Но на самом деле грань банкротства. Ну, а по-другому я никогда знаю, что сюрприз какой, но что карты показывают, значит, такой сюрприз. Такой вот хреновенький сюрпризик. Почему именно сейчас этот сюрприз идет? Ну, знаешь, потому что у тебя появилась новая мысль о жизни. Ты что-то важное поняла недавно. О себе, о людях, о том, как мир устроен. И вот эта мысль, она перевернула твое сознание и заставила на все смотреть совершенно по-другому. Ты стала более внимательна к деталям, начала замечать то, что мимо раньше пропускала. А еще ты знаешь, ты тревожной стала. Ночами не спишь, а то и вообще можешь там, как сказать, до утра ворочаться. Думаешь о всяких вот этих страшилках, но не про вот этих там вампиров, зомби, да, а про то, что вот что-то плохое с тобой случится, там, с близкими, с твоими планами, с деньгами. Ну, поняла, да? То есть я не про ужасы говорю. И вот эта тревога, она мешает тебе спать и расслабиться. Ты слишком много начала анализировать, во всем искать подвох. Я бы назвал это как паранойя. Но не как диагноз, да, а вот как вот, когда вот человек только о плохом думает, вот у тебя вот так вот. А что, если это все развалится? А что, если это не получится? То есть не мысли, а что, если получится, то я и так далее и тому подобное, да? А вот именно вот так, в плохую сторону мечтаешь, фантазируешь. И вот именно вот из-за новой внимательности ты узнаешь вот эту тайну подруги. Раньше ты бы внимания не обратил на мелочь и копать глубже бы не стал. А сейчас ты стала как вот детектив-параноик. То есть каждую детальку замечаешь, каждое слово запоминаешь и ищешь подвохи. И вот эти твои переживания, кошмары — это интуиция, которая пытается тебя предупредить. Она чувствует, что что-то не так с людьми вокруг тебя. Не с тобой, а с людьми вокруг. И вот ты эту подругу, как сказать, не выведешь на чистую воду, а вот, ну, узнаешь про нее. Понимаешь? То есть интуиция тебе подсказывает о подруге, о близком человеке. Не обязательно это подруга, это может быть сестра там. Вот, но ты к себе сейчас все применяешь. Все вот эти страхи свои. Совет для тех, кто арканы проживает. Делами научиться нужно жонглировать. И на прошлом не зацикливаться. Вот я объясню. Вот смотри, сейчас у тебя куча всего одновременно происходит.
Лето, планы, отношения, проблемы близких, какие-то свои там идеи. Не пытайся решить все сразу. Распредели время свое, там, силы свои. Сегодня займись одним, завтра продолжи. Главное, за все подряд не хвататься. И вспоминать, как было раньше, перестань. Ты знаешь, ты постоянно сравниваешь настоящее с прошлым. Думаешь такая: а раньше было мороженое вкуснее, раньше было проще, люди были честнее, жизнь была лучше, но это не так. Нет. Раньше ты просто была менее опытной и не замечала многого. Понимаешь? Не идеализируй прошлое и не бойся настоящего. Да, сейчас ты знаешь больше о темных сторонах жизни, но это же неплохо, это опыт. Лучше знать правду, чем жить в этих розовых очках. И главное, используй полученную информацию с умом. Если узнала о проблемах подруги близкого человека, помоги ей советом, но не бери на себя ее долги. Если поняла что-то важное о людях, да, применяй это знание, но не становись циничной. Знаешь, мудрость в том, чтобы видеть реальность, но не терять веру в хорошее. Обязательно приходи в проживание арканов, если ты не проживаешь арканы. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Обязательно приходи, бояться ничего не нужно. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Что сейчас в твоей жизни происходит как сигнификация? Э, Сигнификация это то, чтобы понять, для тебя ли этот расклад. Но у тебя по картам сейчас наставник есть. И не обязательно там в самопознании, а как сказать, по жизни. Он старше тебя, он или начальник, или преподаватель, или тренер, или наставник. Он энергичный, амбициозный, и он свое дело на отлично знает. И он тебя учит. Я бы сказал, не жизни учит, а как жить, что ли. Свои знания передает, опытом делает, делится. То есть он тебе показывает, как работать нужно. А сейчас ты в роли ученицы, которая все впитывает как губка. Кучу вопросов ему задаешь, новые подходы пробуешь, экспериментируешь. Тебе сейчас все интересно. Хочется попробовать себя в разных областях. Ты как ребенок, который только-только мир открывает. Возможно, ты переехала в другую страну. Возможно. Потому что у тебя тут все для тебя ново. И этот мужчина, он в тебе потенциал видит. Он не просто учит тебя там работать, он тебя готовит к чему-то большему. Сложные задания какие-то дают, проверяет твою готовность к ответственности. Все проверяет. Иногда даже ты думаешь, что он слишком да без мата надо говорить, дофига требует. Думаешь. Но знаешь, что ты справляешься. Ты каждый день становишься лучше, увереннее, профессиональней. И то, что казалось сложным месяц назад, сейчас ты это легко делаешь. То есть ты растешь не по дням, а по часам. Как как его круглый хлеб, колобок. Быстро поднялся, быстро убежал. И ты сама это чувствуешь уже. И с этим мужчиной у вас складываются особые отношения. Не романтические, нет. Ни в коем случае это не романтические отношения. Они теплые. Понимаешь, как
как дружба, что ли. И он в тебя верит, а ты уважаешь его в ответ. Но он для тебя, знаешь, как вот строгий, но справедливый отец, который хочет, чтобы дочка добилась успеха. Вот примерно вот так вот. Если расклад тебе, то ты уже поняла, о ком я говорю. Какой судьба сюрприз препота... Я заговариваюсь, припасла. Ну, знаешь, ты станешь очень мудрой в вопросах взаимоотношений и отношений. То есть у тебя, знаешь, дар откроется людей понимать, чувствовать эмоции их, видеть мотивы настоящие. Ты научишься разбираться в человеческой психологии лучше, чем любой профессиональный психолог. А еще тебе, знаешь, придется делать важный выбор между двумя путями развития. Вот твой вот этот наставник, он тебе предложит одно направление, но у тебя появится и второй вариант. И они оба будут хорошими, но они будут совершенно разными. И тебе нужно будет решить, куда дальше идти. Ну, как говорится, направо или налево. И вот этот выбор будет касаться твоей карьеры. Один путь – это остаться там и расти там, ну, где ты сейчас. Там стать там правой рукой своего наставника, возможно, там получить должность хорошую, зарплату. А второй путь – уйти и начать что-то свое. То есть рискнуть, но получить полную свободу действий. И самое интересное, да что ж такое, я уже заговариваюсь. Знаешь, что самое интересное? Ты не головой будешь выбирать, сердцем будешь выбирать. Твоя интуиция, она тебе правильный ответ подскажет. То есть ты почувствуешь, какой вариант твой, и за этим ощущением и пойдешь, и не ошибешься. Какой вариант ты выберешь, я, конечно же, не скажу, потому что это уже слишком вмешиваюсь в твою жизнь, направляя тебя и выбирая за тебя. Нет, твоя мудрость, она поможет тебе вот понять свои желания, да, но даже не только свои желания, но и мотивы других людей. Ты увидишь, кто тебя искренне поддерживает, а кто просто использует. Кто добра желает, а кто завидует. И вот эта способность, она твоей суперсилой будет, понимаешь? Что ты выберешь, я не скажу, но я понял уже. Почему именно сейчас этот сюрприз идет? А потому что в движении сейчас. Возможно, в движении образно, а возможно, что ты переехала куда-то. Ну, то есть физическое. Вот сейчас каждый день ты что-то новое изучаешь. Куда ты идешь, с кем ты знакомишься. На попе ровно ты не сидишь. Ты активно исследуешь мир. Ну вот как будто ты переехала в другую страну или в другой город. И вот эта энергия движения, она, знаешь, она притягивает к тебе новые возможности. А еще ты прощаешься с прошлым. У тебя закончились... Вот как объяснить болезненные отношения со страной? Ну, потому что ты переехала, и у тебя в прошлом болезненные отношения. Ну, не с человеком, а вот то ли нелюбимая работа, то ли страна, уехала ты, переехала, то есть на новое место. То есть ты отпустила то, что тебя тормозило, причем очень сильно. И у тебя освободилось место для нового. И вот эта твоя активность и готовность к переменам и твой переезд, они создали идеальные условия для твоего роста. Знаешь, вот по-другому объясню. Вот если образно, вот помидоры же сажают в катки. Ну, как объяснить? Вот семечко сначала в маленькую, я забыл, не корзинку, не чашка, горшочек. Извините меня, пожалуйста, слово горшочек забыл. Вот, семечку же сажают сначала в горшочек. Он растет, 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 а потом ему там места мало. Так вот, ты вот этот помидор, растение, в общем. Ты вот
растение, которое сейчас пересадили в лучшую почву. Понимаешь? Теперь ты можешь расти, как говорится, ограничений нет. И вот Вселенная, она видит твою готовность развиваться и дает тебе нужные инструменты. И знаешь, еще один важный момент. Ты научилась не оглядываться назад. Вот раньше, да, как только вот ты переехала, или вот это или новая работа, или новая страна, тут по-другому никак не скажешь. Как бы я ни вилял, но вот одно из этого. Вот когда ты только переехал, ты постоянно думала о том, что потерял. Вот первые дни. Что потеряла, кого потеряла и так далее. Ну, то есть про людей, которые ушли из твоей жизни. А сейчас ты смотришь вперед. И вот эта смена фокуса, она тебе дорогу открыла к новым достижениям. И судьба дает тебе мудрость прямо именно сейчас, потому что ты готова ее принять и использовать. То есть ты достаточно пострадала уже от неправильных решений в прошлом, от неправильного своего местоположения. Теперь пора учиться выбирать правильно. Совет для тех, кто арканы проживает. Да, именно для них, потому что мне оставляют обратную связь только те, кто проживает арканы. Денежного успеха ты добьешься, но и будь готова потерять поддержку близких. Деньги к тебе придут, и даже немалые. Ты сможешь жить, как ты мечтала, покупать, чего хочешь, путешествовать, там, родным помогать. Но из-за этого, знаешь, придется заплатить немножко одиночеством. Люди, которые знали тебя вот бедный, зависимый, они не примут твоего успеха. Они начнут завидовать, рано или поздно начнут критиковать, отдаляться. Некоторые друзья исчезнут, потому что им будет некомфортно рядом с тобой и с твоим новым статусом. Ну, конечно, ты же арканы проживаешь. Знаешь, не пытайся всех удержать. Никогда не принижай свои достижения, чтобы не расстроить там знакомых. Не раздавай деньги направо и налево, чтобы там, как говорится, купить лояльность. Это не поможет. Люди все равно уйдут, люди все равно будут завидовать, но плюс к тому же ты еще и деньги потеряешь. Сосредоточься на том, что сейчас важно. Потому что твой успех, он даст тебе возможность помочь тем, кто действительно нуждается. Ты там родителей сможешь поддержать, хорошее образование своим детям сможешь дать. Инвестировать там в свое развитие, здоровье и так далее и тому подобное. И новые люди придут в твою жизнь. Те, кто будет на твоем уровне, кто поймет твои вот амбиции, планы твои поддержит, понимаешь? Качество отношений станет выше, даже если количество уменьшится, понимаешь? Поэтому помни, лучше иметь одного настоящего друга, чем там 50 фальшивых. Поэтому вот так вот все. Обязательно приходите в проживание арканов, если вы их не проживаете. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии, то есть в самом верхнем комментарии под этим видео. И помни, что дед всегда рядом.